Агата Кристи. Все, что душе угодно. Читает селигерский отшельник. «Сюда, мадам!» Высокая дама в норковом манто шла за тяжело нагруженным носильщиком по перрону Лионского вокзала. На ней был коричневый вязаный берет, сильно сдвинутый на бок и закрывающий одну сторону лица. С другой был виден очаровательный профиль и маленькая золотая серьга в перламутровом ушке. По-видимому, дама была американкой и весьма обольстительной. Пока она шла мимо состава, все мужчины оборачивались ей вслед. Надписи на вагонах говорили о пути следования: Париж-Афины, Париж-Бухарест, Париж-Стамбул. У последнего носильщик остановился, опустил ремень, удерживающий чемоданы, и сказал: «Вам, мадам, вам сюда!» Проводник спального вагона стоял у подножки. Он наклонился, и его слова «Добрый вечер, мадам» прозвучали очень почтительно, может быть, благодаря роскошному манто. Женщина протянула ему билет. «Номер 6», — сказал он, — «боковое», и поднялся вместе с нею. Дама следовала за ним. По дороге она чуть не столкнулась с полным мужчиной, выходившим из соседнего купе, и обратила внимание на его добродушный и благожелательный взгляд. «Сюда, сюда, мадам», — указал проводник, входя в купе. Опустил стекло и махнул носильщику, который подал ему багаж. Он погрузил его в сетку, и дама села. Сумочку и маленький софьяновый чемоданчик она положила рядом с собой. В купе было жарко, но пассажирка и не собиралась снимать манто, а лишь задумчиво смотрела в окно. На перроне суетилось множество людей, продавцы газет, фруктов, шоколада, минеральной воды, но она никого не замечала, и ее лицо выражало печаль. Поезд отошел от вокзала. У нее над головой раздался голос: «Будьте любезны, ваш паспорт, мадам!» Элси Джеффри не слышала. Проводник повторил, она вздрогнула. «Что вы сказали?» «Ваш паспорт, мадам!» Она открыла сумочку, достала документ и протянула ему. «Хорошо, мадам, я все сделаю!» И добавил тихо: «Я буду сопровождать вас до Стамбула!» Элси достала банкнот и вручила ему. Он почтительно принял, спросил, желает ли она, чтобы постель была готова немедленно, и будет ли она обедать в вагоне-ресторане. Получив ответ, он ушел. Почти тотчас же по коридору прошел официант из ресторана, звоня в колокольчик. «Первое блюдо! Первое блюдо!» Молодая женщина встала, сняла манто, посмотрела в зеркало, взяла в руки сумочку и чемоданчик с драгоценностями и вышла в коридор. Официант возвращался бегом, и чтобы не столкнуться с ним, она вошла в пустое соседнее купе. Выходя оттуда, она бросила взгляд на наклейку большого, слегка потрепанного чемодана, стоявшего на скамейке. Наклейка сообщала о его владельце: Дж. Паркер Пайн, Стамбул. А на чемодане выбиты инициалы ДПП. Лицо Элси выразило смущение. Она, поколебавшись, вернулась в свое купе, взяла номер «Таймс», лежавший на столе вместе с другими журналами и газетами, быстро пробежала глазами объявление, но не нашла того, что искала.
Нахмурившись, она опять пошла в вагон-ресторан. Официант указал ей место за столиком, где уже сидел один пассажир. Это был тот джентльмен, который встретился ей в коридоре, хозяин чемодана. Она незаметно рассматривала его спокойное, добродушное, чем-то внушающее доверие лицо. Он был по-британски сдержан и обратился к молодой женщине только за десертом. «Здесь чересчур жарко. Вы не находите?» «Да», — ответила она, — «хотелось бы открыть окно». «Ха-ха-ха! Но это невозможно. Все будут протестовать». Она улыбнулась, и оба замолчали. Принесли кофе и счет. Когда оба расплатились, Элси набралась храбрости и сказала: «Простите, пожалуйста, я случайно увидела ваше имя на чемодане. Паркер Пайн. Вы? Это вы?» Она замялась, и он пришел ей на помощь. «Думаю, что да». И процитировал текст объявления, которое она часто видела в «Таймс» и которое только что тщетно искала в купе. «Вы счастливы? Если нет, посоветуйтесь с мистером Паркером Пайном. Это я и есть». «Удивительно», — ответила она. «По-вашему, а по-моему, нет». Он любезно улыбнулся, наклонился к ней и спросил, пока другие пассажиры выходили: «Значит, вы несчастливы?» «Я?» — начала она и запнулась. «Иначе вы не сказали бы, это удивительно». Присутствие мистера Паркера Пайна придала Элси уверенности, и она в конце концов призналась: «Да, я несчастна, или скорее встревожена. Произошло непонятное». «Вы расскажете мне?» Молодая женщина снова вспомнила текст объявления. Они с мужем не раз смеялись над ним, и она не предполагала, что когда-нибудь может лучше промолчать. Может, этот человек обманщик? Однако он не выглядел таким. И она решилась. «Так вот, сэр, я должна встретиться с мужем в Стамбуле. У него на Востоке дела, и в этом году он счел необходимым съездить туда. Он отбыл 2 недели назад и просил меня приехать к нему, чему я была очень рада, так как я еще никогда не путешествовала. Мы в Англии уже 6 месяцев». «Вы американцы?» «Да». «Давно вы женаты?» «1,5 года». «Вы счастливы?» «О, да! Эдуард — ангел!» Она замялась, потом добавила: «Возможно, он не очень веселый, немного суховатый, потому что его предки пуритане. Но мы любим друг друга», — быстро закончила она. Паркер Пайн задумчиво поглядел на нее и сказал: «Продолжайте». Дней через 8 после отъезда мужа я писала письмо в его кабинете и заметила на промокашке несколько непонятных строк. Я только что читала полицейский роман, где открыли важную улику именно на промокашке, и я смеха ради поставила эту промокашку перед зеркалом. Поверьте, я не собиралась шпионить за Эдуардом. Он такой спокойный, что мне и мысли такой не могло прийти в голову». «Понимаю». Я легко прочитала:
Сначала было «Моя жена», потом «Сэмплон Экспресс» и ниже «Как раз перед Венецией самое подходящее место». Она замолчала. «Любопытно», — сказал Паркер Пайн. «Это был почерк вашего мужа?» «Да, ну как я не ломала голову, я так и не поняла, с какой целью он это писал». «Как раз перед Венецией самое подходящее место», — повторил детектив. «Действительно странно». Миссис Джеффри наклонилась к нему и с надеждой в голосе спросила: «Что вы посоветуете мне делать?» «Боюсь, вам придется подождать до Венеции». Он взял со стола расписание и посмотрел в него и сказал: «Наш поезд прибудет в Венецию завтра в 14:27». Они обменялись взглядами, и Паркер Пайн сказал: «Положитесь на меня, миссис». Часы показывали 14:25. Сэмплон Экспресс опаздывал на 11 минут. Паркер Пайн и миссис Джеффри сидели в купе молодой женщины. До сих пор путешествие было приятным, но довольно однообразным. Если что-то и должно было произойти, то время для этого, очевидно, наступало. Элси взглядом искала поддержки у своего советчика, и сердце ее сильно стучало. «Успокойтесь», — сказал он, — «вы ничем не рискуете, я с вами». Вдруг в коридоре раздался крик: «Пожар!» Миссис Джеффри и Паркер Пайн бросились в коридор. Женщина славянского типа, очень взволнованная, показывала в конец вагона. Из одного купе валил дым. Все пассажиры устремились туда, некоторые кашляли, отступили. Показался проводник и стал успокаивать: «Не бойтесь, дамы! Дамы и господа, купе пустое, и огонь сейчас же будет погашен!» Вопросы сыпались со всех сторон. Поезд шел к мосту, связывающим Венецию с материком. Мистер Паркер Пайн ринулся в купе Элси. Женщина славянского типа стояла в открытой двери и тяжело дышала. «Это не ваше купе», — сказал ей детектив. «Знаю», — лепетала она, задыхаясь. «Простите, волнение, у меня сердце». Она упала на скамейку. Паркер Пайн успокоил ее отеческим тоном. «Не бойтесь. Уверен, что пожар не страшен. Да? Ну и слава богу, мне уже лучше. Я сейчас же пойду в свое купе». «Не спешите». Паркер Пайн заставил ее снова сесть. «Я вынужден ненадолго вас задержать». «Вы оскорбляете меня, сэр!» «Не двигайтесь!» Он говорил так властно, что женщина замолчала. Вошла Элси. «Это была бомба со слезоточивым газом», — сообщила она. «Чей-то дурацкий фарс, проводник в ярости и допрашивает всех пассажиров». Она вдруг замолчала и с удивлением взглянула на женщину. «Что было в вашем маленьком чемоданчике, мэм?» — спросил ее Паркер Пайн. «Мои драгоценности». «Проверьте, пожалуйста, все ли цело». Незнакомка по-французски разразилась градом упреков. В то время Элси схватила чемоданчик и, открыв его, закричала: «О, Боже! Он отперт!» «Я буду жаловаться компании!» — заявила славянка.
«Он пустой!» — застонала миссис Джеффри. «Все исчезло! Мой бриллиантовый браслет, колье, подарок отца, мои кольца с изумрудами и рубинами, бриллиантовые брошки. К счастью, жемчужное ожерелье на мне. О, сэр, что мне делать? Сходите за проводником, я не выпущу ее отсюда, эту особу, до его прихода». «Негодяй! Подлец!» — вопила женщина, в то время как поезд подходил к вокзалу Венеции. То, что произошло в следующие полчаса, можно изложить легко в нескольких словах. Паркер Пайн объяснялся с различными чиновниками на разных языках, но безрезультатно. Подозреваемая согласилась на обыск и была отпущена. Драгоценностей на ней не нашли. Между Венецией и Триестом Паркер Пайн и Элси обсудили положение. «Когда вы видели свои драгоценности в последний раз?» «Сегодня утром. Я сняла сапфировые серьги, которые были на мне вчера, и заменила их простыми, жемчужными. Все драгоценности были на месте. Я не проверяла, но мне казалось, что все в порядке. Конечно, могло не хватать кольца или еще какой-нибудь безделушки, но и только. А когда убирали утром ваше купе, я взяла чемоданчик с собой в вагон-ресторан. Я всегда его беру. Только на этот раз оставила, когда выскочила. Следовательно, это якобы невинная, вызвавшая себя и назвавшая Собейской, явно виновата. Только куда к дьяволу она подевала драгоценности? Ведь в купе она оставалась одна, не более минуты. Только-только хватило бы времени на то, чтобы открыть чемоданчик поддельным ключом и взять содержимое. А дальше? Может быть, она их передала кому-нибудь? Не думаю. Я вернулся и загородил ей дорогу в коридор. Я бы увидел, если бы кто-нибудь выходил оттуда. Может быть, она выбросила все в окно своему сообщнику? Такое, конечно, могло произойти, если бы мы не проезжали в этот момент по мосту над морем. Значит, она спрятала мои драгоценности здесь, в купе. Поищем. Они энергично принялись за работу. Паркер Пайн рассеянно помогал. Когда она упрекнула его в невнимательности, он извинился. «Я думал о том, что мне необходимо в Триесте отправить важную телеграмму». Миссис Джеффри была раздосадована. Было заметно, что авторитет Паркера Пайна заметно упал в ее глазах. Он, поняв это, печально проговорил: «Боюсь, вы на меня рассердились». «Конечно», — согласилась она, — «вы почти ничего не сделали». «Вспомните, дорогая леди, что я не полицейский. Кража из преступления не моя специальность. Я занимаюсь человеческим сердцем». Я была расстроена, когда садилась в поезд, но гораздо меньше, чем сейчас. Я готова оплакивать мой прекрасный браслет, кольцо с изумрудом, которое Эдуард подарил мне, когда был женихом. Поезд замедлил ход, и Паркер Пайн взглянул в окно и объявил: «В Триест! Пойду пошлю телеграмму. Эдуард,
Лицо миссис Джеффри просветлело, когда она увидела своего мужа на перроне Стамбульского вокзала. Она будто забыла о пропаже драгоценностей, о загадочных обрывках фраз на промокашке, одним словом, обо всем, кроме того, что она снова видит Эдуарда, который мог быть в обращении с нею суховатым и спокойный, но который ей был бесконечно дорог. Они вошли в здание вокзала. Элси почувствовала что-то легкое прикосновение к своему плечу и, обернувшись, увидела сияющего Паркера Пайна. «Миссис Джеффри?» — попросил он. «Соблаговолите приехать через полчаса ко мне в отель Токатлян. Надеюсь, я смогу сообщить вам нечто приятное». Она взглянула на Эдуарда и представила их друг другу. «Мой муж, мистер Паркер Пайн». «Полагаю, миссис Джеффри телеграфировала вам о краже драгоценностей?» — сказал детектив. «Я сделал все, что мог для того, чтобы их найти, и, кажется, через полчаса смогу ее окончательно успокоить». Джеффри быстро ответил. «Ты хорошо сделаешь, если поедешь в Токатлян, сэр. Моя жена обязательно приедет». Ровно через полчаса Элси проводили в номер мистера Паркера Пайна, который встал, чтобы ее встретить, и сказал: «Я разочаровал вас, не так ли? Не отрицайте. Я не считаю себя волшебником, но сделал то, что мог. Откройте это». И он поставил перед ней картонный ящик. Миссис Джеффри повиновалась. Там оказались все пропавшие драгоценности: кольца, брошки, браслет. «О!» — воскликнула она. «Это чудо!» Детектив скромно улыбнулся. «Я счастлив, что вы сдержали слово, дорогая леди, и что вы здесь». «О, я чувствую себя очень неблагодарной, потому что с самого Триеста я была так нелюбезна с вами. Но как вы, сэр, нашли их? Где?» Он задумчиво покачал головой. «Долго рассказывать. Когда-нибудь вы узнаете. Возможно, очень скоро». «А почему не сейчас?» «У меня есть на то причины». Женщина распрощалась, не удовлетворив, увы, своего любопытства. После ее отъезда Паркер Пайн взял шляпу с тростью и вышел. По дороге он улыбался всему и всем. И, наконец, дошел до маленького кафе, выходящего окнами на Золотой Рог. По другую сторону бухты Стамбульской мечети поднимались к небу свои стройные элегантные минареты. Вид был великолепный. Детектив, опустившись на стул, заказал 2 чашки кофе, которые тотчас принесли. Кто-то сел напротив него. Это был Эдуард Джеффри. «Я заказал чашку кофе и для вас», — сказал Паркер Пайн. Джеффри наклонился и удивленно спросил: «Как вы узнали, что я приду?» Паркер Пайн отпил глоток и ответил: «Ваша жена говорила вам о том, что она прочитала на промокашке?» «Нет, она вам скажет. Просто она
на время забыла. Детектив рассказал об этом случае и продолжал. Это в какой-то мере объясняет странность инцидента, происшедшего перед Венецией. По тем или иным причинам вам нужно было, чтобы драгоценности вашей жены были украдены. Но зачем вы написали, как раз перед Венецией будет самое подходящее место? Это кажется какой-то бессмыслицей. Почему вы не оставили вашей служащей свободы выбора? Внезапно я понял. Драгоценности вашей жены были похищены прежде, чем вы уехали из Лондона, и заменены поддельными. Во всяком случае, вам, как человеку честному и порядочному, тяжело было думать, что станут подозревать слугу или какого-то другого невинного человека. Значит, надо было так обставить кражу, чтобы никто из домашних не был заподозрен. Вы передали вашей доверенный ключ от чемоданчика и домовую шашку. В нужный момент она поднимает тревогу, выйдет в купе вашей жены, достанет драгоценности и выкинет их в море. Ее заподозрят, обыщут, ничего не найдут и отпустят. Выбор места понятен. В любом другом месте железнодорожной линии содержимое чемоданчика могло быть найдено. Отсюда необходимость действовать именно в тот момент, когда поезд идет над морем. Тем временем вы собирались продать настоящие драгоценности здесь, в Стамбуле. К счастью, моя телеграмма пришла вовремя. Вы послушались меня и принесли их в Токатлиан до моего приезда. Знали, что иначе я выполню свою угрозу и заявлю в полицию. И вы пришли в это кафе. Эдуард Джеффри, красивый блондин с наивными глазами, бросил на собеседника умоляющий взгляд и пробормотал. «Как я вам все объясню? Вы принимаете меня за вульгарного вора?» «Вовсе нет. Напротив, я считаю, что вы вполне честный человек. У меня привычка классифицировать людей. Вы, дорогой сэр, принадлежите к категории жертв. А теперь объясните-ка мне, пожалуйста, все. Здесь достаточно одного слова. Шантаж. В самом деле? Вы видели мою жену и должны понять, до какой степени она искренна, невинна и не знакома со злом. Да, у нее в жизни высокие идеалы. Если она узнает, что я действовал как последний воришка, она меня бросит. Вы уверены? Но дело не в этом. Что вы сделали, мой молодой друг? Я полагаю, речь идет о женщине?» Джеффри кивнул. «Она появилась после вашего вступления в брак или раньше?» «Раньше, много раньше!» «Что же произошло тогда?» «Абсолютно ничего. А именно это самое печальное. Я поселился в Медийском отеле.
одновременно с очень красивой женщиной, некой миссис Россетер. Ее муж был очень ревнив, и у него бывали страшные приступы ярости. Однажды ночью он угрожал ей револьвером. Она убежала и постучалась ко мне в гостиничный номер. Женщина была вне себя от страха и умоляла позволить ей остаться до утра. Что мне было делать? Паркер Пайн поглядел в честные глаза молодого человека, вздохнул и сказал: «Откровенно говоря, вас разыграли, как последнего дурака». «Как это?» «А очень просто. Это древняя шутка. Ею поддаются молодые рыцарски настроенные люди. Полагаю, что шантажировать вас начали, когда была объявлена ваша помолвка с вашей теперешней женой». «Да, я получил письмо, в котором меня предупреждали, что если я не вышлю некоторую сумму, мой будущий тесть узнает, что я отбил жену у мужа. И свидетели могут подтвердить, как она входила ночью в мой номер. Муж подаст на развод. Короче, я буду выглядеть подлым соблазнителем». Эдуард вытер усталым жестом лоб. «Понятно. Вы заплатили один раз, а потом время от времени требования возобновлялись». «Да, я больше не располагал свободными деньгами, и вот разработал этот план». Джеффри взял свой уже остывший кофе и машинально выпил его, а затем спросил: «Что мне делать?» «Положиться на меня. Я займусь вашими противниками, а вы вернетесь к жене и расскажете ей всю правду. Скорее, часть правды. Единственное, что вам придется изменить, так это трактовку происшествия в Индии. Надо скрыть от нее, что вы вели себя как ребенок. Но, дорогой сэр, вы не знаете женщин. Если им придется выбирать между Дон Жуаном и дураком, они непременно выберут первого. Ваша жена — очаровательная девочка, невинная и высоконравственная. Если вы хотите, чтобы она оценила жизнь с вами, дайте ей возможность поверить, что она перевоспитала развратника». Эдуард Джеффри, разинув рот, смотрел на детектива. «Поверьте, сейчас ваша жена влюблена в вас, но может случиться, что это чувство угаснет, если вы по-прежнему будете выглядеть таким доброжелательным, и в конце концов ей станет скучно с вами». Паркер Пайн ласково добавил: «Идите к ней, мой мальчик, признайтесь ей в том, что вы сделали, а потом скажите, что как только встретили ее, вы навсегда отказались от той прежней жизни, что вы даже пошли на кражу, чтобы она только ничего не узнала. Она вас с радостью простит за все. Но ведь в сущности ей не за что меня прощать». «Что такое правда? Вы когда-нибудь задумывались? Мой жизненный опыт дает мне основание полагать, что правда все портит, и что ложь нередко составляет краеугольный камень брака. Идите, вам отпустят грехи, мой друг,
И живите счастливо. Отныне, думаю, миссис Джеффри всегда будет наблюдать за вами в присутствии красивых женщин. Некоторых мужей это раздражает, но вас, думаю, это не смутит. Я никогда не посмотрю ни на одну женщину, кроме Алси, заверил детектива Эдуард. Вот и прекрасно! Только не говорите ей об этом. Ни одной женщине не нравится слишком сентиментальное существование. Вы всерьез думаете? Я уверен, твердо ответил Паркер Пайн. Благодарю вас от всего сердца за то, что вы пронеслись сквозь волны этого рассказа до самого берега его завершения. Если вы действительно были со мной до последней строки, прошу вас, зажгите в комментариях маленький огонек или оставьте трепетное сердечко. Пусть это станет маяком, сигнализирующим о количестве душ, дошедших до финала. И да пребудет со мной милость всемогущего Ютуба, дабы он расправил крылья моему видео и понес его навстречу новым слушателям. Вместо прощания, которое звучит как похоронный звон, я предлагаю вам нырнуть в глубину следующей истории, что словно сокровище возникло сейчас в списке на экране. Пусть она станет для вас новым приключением, новой гранью познания, новым лучом света в бесконечной тьме будней.